Сегодня займемся изготовлением стола из эпоксидки, повторить который сможет каждый с минимальным количеством простейшего инструмента, а также с минимальным бюджетом. В общем, быстро, просто и дешево. Приятного просмотра. Итак, очередной проект категории из говна и палок. В первую очередь займемся столешницей. В основании будет лежать стекло. Кстати, это очень недооцененная технология, которую я подробно разложил и посвятил ей полноценный ролик, но об этом немного позже. Для того, чтобы сделать максимально бюджетный, но в то же время очень симпатичный эффект, берем фольгу, желательно потолще. В нашем случае это 20 грамм на метр. Продается в любом магазине. По всему периметру проклеиваем ее скотчем. Стоимость скотча $1 или 75 рублей, для того, чтобы от нее легко отошла смола. Затем надо ее хорошенько скомкать и снова развернуть. В центр кладем стекло. Толщиной 6 мм, диаметром 55 см, край не обработан. Его я заказывал в мастерской. Стоимость 400 рублей или $6. На данном этапе стекло играет роль шаблона. При помощи пальца делаем зазор в один палец по всему периметру и формируем бортик, а затем убираем стекло. Для заливки будем использовать состав под названием Art Eco от Экованны, поскольку слой заливки небольшой. Добавляем компонент B в компонент А, размешиваем и слегка подкрашиваем синим красителем. На весь проект у нас ушло 4 килограмма состава, и в смету пишем плюс 3800 или $55. Это и есть основная затрата. Когда все размешано, заливаем первый слой. На него ушло около 1,5 килограмм. Пока смола сохнет, готовимся к следующей заливке. Отправляемся в строительный магазин и покупаем вот такую трубу из ПВХ с тонкой стенкой. Стоимость за 6 метров всего $4 или 250 рублей. В итоге мы нарезали трубу на куски по 1 метру и залили все тем же составом. К тому времени смола, залитая на фольгу, высохла, и можно двигаться дальше. Для этого замотовываем предыдущий слой, для того чтобы следующая заливка держалась на уже высохшем слое. И также замотовываем стекло с одной стороны и по торцу. Следующим этапом приступаем к самому интересному. В центр выливаем грамм 300 смолы и на эту лужицу кладем стекло, замотованной стороной. Дальше все понятно наглядно.
У многих, наверное, возникнет вопрос, будет ли держаться такой бутерброд, и у меня есть подробный ответ. Как-то давно я проводил эксперимент и подробно разобрал эту тему. Я взял стекла разной толщины, половину из них я замотовал наждачкой, а вторую группу покрыл лаком со специальной добавкой, которая позволяет красить глянцевое стекло, и состав гарантированно держится на нем очень крепко. После того, как смола высохла, я приступил к краш-тестам. В итоге два варианта сработали отлично, но вариант с обработкой наждачкой мне понравился гораздо больше, ввиду его простоты и доступности каждому. Какой я сделал вывод? Смолу можно лить на стекло, если стекло хорошенько замотовать наждачкой. В итоге, разбив такой бутерброд, мы видим, что материалы становятся одним целым, и смола не отслаивается от стекла. И на мой взгляд, это супер недооцененная технология. Объясню почему. Дело в том, что смола в ходе эксплуатации быстро царапается, да и вообще, как финальный слой, она не очень, чего нельзя сказать о стекле. В итоге, если научиться грамотно делать такие бутерброды, мы экономим дорогую смолу, получаем жесткую столешницу, которая выходит в разы дешевле и в разы устойчивее к царапинам и так далее. В общем, действительно дельный лайфхак. Очень советую посмотреть полный ролик с этим экспериментом. Оставлю его в описании. Пользуйтесь на здоровье. Тем временем смола в трубках высохла, и мы освобождаем их. Учитывая то, что в дальнейшем я планирую их подсветить, мы специально очень грубо замешивали состав, для того, чтобы получить побольше пузырей в заливке. Они в свою очередь будут отражать свет и должно смотреться интересно. Как вы поняли, это будет максимально бюджетный проект, дешевле его уже невозможно сделать. Именно поэтому мы и заказали комплект светодиодной ленты на Алике. Как известно, цены там ниже, чем в наших магазинах. Но не все знают, что на Алике есть купоны на разные суммы. Выбираем RGB ленту, нажимаем на раздел «Купоны и скидки», а там много вариантов купонов на разные суммы. Выбираем подходящий вариант и экономим. Ведь уже совсем скоро 11.11, главная распродажа года на AliExpress. Поэтому в период до 11.11 добавляйте товары в корзину, а 11.11 вы сможете купить их с выгодой до 90%. Итак, как это работает? Первым делом надо активировать повышенный кэшбэк на сайте. На главной странице Мегабонус вы найдете акции AliExpress до 25% и другие магазины с повышенным кэшбэком. Затем установить браузерное расширение. Кстати, это автоматически даст плюс 2 уровня в программе лояльности. Ну и наконец приступать к покупкам, потому что Мегабонус начисляет дополнительный кэшбэк плюс 8%. Для тех, кто не запомнил все нюансы, я подробно расписал все этапы в описании ролика. Из опыта скажу, что кэшбэк — это очень недооцененная функция. Ровно до того момента, пока вам на счет не прилетят первые деньги. С учетом всех скидок, лента обошлась нам всего в $6 или 450 рублей. После того, как смола высохла, мы имеем бутерброд из эпоксидки и стекла. Убираем форму из фольги и имеем вот такую красоту. Итак, две составляющие стола из 3 уже готовы, а это значит, что пора заняться подстольем. Для этого берем обрезок дерева. В нашем случае это клен. Стоимость такого обрезка, думаю, почти бесплатна. Но для чистоты эксперимента давайте напишем $15 или 900 рублей. Изначально этот формат я подразумевал с максимально простыми изделиями, повторить которые сможет каждый без крутых станков и навыков. То и использовать будем максимально доступный инструмент, такой как электролобзик, болгарку и дрель. Думаю, такой набор доступен каждому. В крайнем случае этот инструмент всегда можно одолжить или взять в прокат, совсем за недорого. Нам надо получить основание, в которое мы вставим отлитые стержни и снизу подсветим их. Напомню, что это второй выпуск подобного формата. Первая серия, не сказать, что особо зашла. Ее посмотрело меньше половины подписчиков канала. И это вторая попытка сделать рубрику регулярной. По понятным причинам, если у формата нет просмотров, снимать его становится не актуально. Так что все в ваших руках. Если вы считаете, что формат нужен и он вам интересен, то лучший способ помочь в продвижении ролика, так это поделиться им где угодно. Также пару длинных комментов, лайк и подписка отлично помогают в продвижении. Спустя час работы мы имеем вот такое основание. Следующим этапом нарезаем эпоксидные стержни разной длины, а 5 штук делаем одинаковыми. Это и будут основные опоры. При помощи коронки высверливаем места, в которые разместятся эти 5 трубок, и заливаем их смолой.
основанию они крепятся таким же способом, а в торец стержня подводим светодиоды. Самый простой способ качественно обработать дерево – это масло или пропитка на основе масел. В нашем случае такой пробник от Lynas. Отличный материал, смело его рекомендую. В итоге на изготовление ушло меньше 2 дней работы и около $90 или 6000 рублей. Пишите ваше мнение, спасибо за просмотр и добра от топора.